Этот домашний кот жил словно в сказке. С раннего детства. Он не знал ни голода, ни холода, ни страха. Его звали Марсель. Мягкое, бархатное имя, которое идеально подходило под его размеренную и уютную жизнь. Он был крупным пушистым котом с роскошной кремовой шерстью и выразительными янтарными глазами, в которых отражалось спокойствие и сытость. Каждое утро он просыпался, лениво потягиваясь на мягком пледе у окна, а затем отправлялся на свою излюбленную подушку под батареей, где мог проводить по полдня, согреваясь и дремляя. Марсель обожал своих людей, добрую молодую пару, которую он считал своей семьей. Они баловали его вкусной едой, поили свежей водой, чесали за ушком и говорили с ним, как с ребенком. Он привык к этому, к ласковым рукам, к предсказуемому распорядку, к полной безопасности. Балкон в их квартире был его любимым местом. Там всегда было тепло, светило солнце, и ветер приносил интересные запахи с улицы. Хозяева оборудовали его защитной сеткой, но в один летний день они ее временно сняли для ремонта, оставив балкон открытым. И именно в этот день произошло нечто, что перевернуло его мир. Был тихий полдень. Воздух дрожал от жары, а Марсель развалился на балконе, щурясь на солнце. Он почти задремал, когда где-то поблизости раздался громкий хлопок. Хлопнула дверь подъезда или грохнула уличная петарда, никто потом точно не вспомнил. Звук оказался слишком резким, слишком неожиданным. Ужас сжал грудь кота. Он инстинктивно рванулся прочь и, не осознавая, что сетки больше нет, проскочил через перила. Мгновение, и он уже летел вниз. Он приземлился в кустах под балконом, больно ударившись о землю. Его сердце бешено колотилось. Он зашипел от страха, инстинктивно метнулся прочь, дальше, прочь. От шума, от боли, от открытого пространства. Его охватила паника. Он не понимал, что происходит и куда ему идти. Все было чужим. Запахи, звуки, свет. Город, который он раньше видел только с высоты, оказался огромным, шумным и пугающим. Сначала он просто бегал по двору, прячась под машинами и в кустах, зовя своих людей. Он мяукал. Сначала громко, с надеждой, потом тише, почти умоляюще. Но его не услышали. Люди шли мимо, не обращая внимания. Через несколько часов начался дождь, и он впервые в жизни оказался на улице, мокрый, дрожащий, голодный и один. Так началась его долгая одиссея. Он ушел далеко, не зная дороги назад. Голод подгонял его. Он искал еду среди мусора, подбирая объедки, ел то, что раньше бы даже не понюхал. Он пил дождевую воду, залезал в подворотни, прятался в вентиляционных трубах и под палетами у магазинов. Когда совсем отчаялся, прибивался к другим бездомным кошкам, но те неохотно делили с ним и так скудные ресурсы. Прошли недели. Его шерсть превратилась в свалявшийся ком, усы обломались, глаза тускнели. Он похудел, лапы болели от постоянного бродяжничества, когти стерлись. Он превратился из холеного домашнего любимца в оборванного, полузвериного странника. Люди по-прежнему не замечали его, разве что дети пугали палками. Или кто-то сердито прогонял его от крыльца. Однажды он едва не погиб под колесами машины. В другой раз – от зубов дворовых собак. Однажды ночью он залез в подвал заброшенного дома и пролежал там 2 дня, почти не двигаясь. Его тело лихорадило, он кашлял, глаза слезились. В какой-то момент он уже не чувствовал страха. Он просто лег, поджав лапы и уткнувшись мордой в грязную подстилку из картона, и тихо, прерывисто заплакал. Он знал, что больше не выдержит. В этом огромном равнодушном мире, где все было шумным, резким и жестоким, у него не осталось сил бороться. Он скучал по теплу рук, по запаху чистых простыней, по спокойствию. На 3-й день он кое-как выбрался наружу. Это было тихое ветреное утро. Он побрел по улице, шатаясь от слабости, когда его заметила женщина, подрезавшая кусты у себя на заднем дворе. Ее звали Сильвия. Она жила одна и кошек всегда любила. Сначала она подумала, что это обычный дворовой кот, но, присмотревшись, увидела в его движениях что-то неестественное. Он не был уличным. Его походка была неуверенной, шерсть спутанной, но в глазах
Еще теплился блеклый, но не угасший огонек. Она подошла к нему медленно, присела и протянула руку. Он не убегал. Он смотрел на нее с отчаянной надеждой, и тогда она осторожно подняла его, завернула в свою кофту и отнесла в дом. С этого дня его жизнь изменилась вновь. Сильвия вымыла его, накормила, устроила в маленьком уголке у батареи. Она позвонила в ветеринарную клинику и отвезла туда беднягу. Осмотр показал обезвоживание, воспаление дыхательных путей, общее истощение. Но шансы были. Организм все еще боролся. Она не пожалела ни времени, ни денег. Лечила его, вычесывала колтуны, капала лекарства, меняла подстилки. Она называла его «малыш» и разговаривала с ним как с другом. Прошло несколько недель. Он начал есть с аппетитом. Его шерсть снова стала мягкой, он отогрелся, начал мурлыкать. Но он оставался грустным. Он не искал контакта, не играл, не терся об ноги. Каждый вечер он сидел у окна и смотрел в темноту, будто надеялся, что кто-то идет за ним. Иногда он тихо мяукал в пустоту. Сильвия это замечала. Ее сердце сжималось от жалости. Она понимала. Он не уличный кот. Он домашний, он кого-то ждал. Она расклеила объявления, обошла приюты, написала в соцсетях. Но ответа не было. Дни шли. И вот однажды поздним вечером, листая местную группу в интернете, она наткнулась на сообщение. «Потерян кот. Кличка Марсель. Пушистый, кремовый, очень ласковый. Исчез в районе улицы Альмара. Мы скучаем по нему. Вознаграждение». Фото показало того самого кота, который сейчас спал на ее диване. Те же глаза, та же мордочка. Сильвия сразу написала. На следующее утро приехала молодая пара. Они были взволнованы, благодарны и испуганы. Хозяйка, хрупкая девушка с заплаканными глазами, сразу позвала его по имени. Марсель, и в эту же секунду кот, до того лежавший без движения, резко поднял голову. Его глаза распахнулись. Он мяукнул громко, протяжно, с интонацией полной счастья. Они бросились друг к другу. Хозяйка подняла его на руки, прижала к груди, не в силах сдержать слезы. Он терся о ее шею, обхватывал лапами, мурлыкал так, будто хотел рассказать все, что пережил. Сильвия стояла в стороне, наблюдая за этой сценой с тихой улыбкой. Она знала, что сделала все правильно. Она спасла не просто кота, она вернула кого-то в семью. Когда они уезжали, хозяйка крепко обняла Сильвию и шепнула: «Спасибо, он часть нас». И мы уже почти потеряли надежду. Кот снова был дома. Вернулся туда, где его ждали и не забывали. Он больше никогда не будет прежним. У него был опыт, который навсегда останется с ним. Но он знал теперь одну вещь точно. Даже в самом страшном и чужом мире есть шанс быть найденным и любимым снова.